Давайте подытожим. Создаем сезонного персонажа, у которого есть преимущество в том, что он может заходить на сезонные сервера, также и выфармливать там камни тувалы, которые можно в дальнейшем продавать любому из торговцев. Также тут есть сезонная подписка, где очень много плюх. Плюс на спотах вы не встретите овергирных людей. Бегаем на сезоне, фармим, качаемся и через секундомер делаем второго персонажа, также будет 61 левел. На сезонном персонаже и на сезоне стоит играть обязательно. Здравствуйте, зрители-смотрители. Итак, ответы на вопрос, что же такое все-таки сезон и сезонный персонаж. Чем они отличаются, как точить, как играть, как все вот это вот в голове собрать. Ну что, поехали. Когда вы будете создавать нового персонажа, у вас будет выбор создать сезонного персонажа или обычного. И, как правило, обычные персонажи обозначаются вот такой вот безрамочной штучкой, а сезонные персонажи вот с такой рамочной штучкой. Поехали. Первое различие сезонного персонажа от обычного. Это выбор сервера. Обычный персонаж может перемещаться только по обычным каналам. Так вот, у сезонного, помимо того, что он может на все обычные перемещаться, миди, комосильвы и все остальное, он еще может перемещаться на сезонные каналы. Обычный персонаж сюда не сможет зайти. К вам на сезонный сервер не сможет прийти персонаж с атакой 1000 и защитой 5000 и дать вам по голове. Здесь только сезонные персонажи тусуются на сезонных серверах. Но, как я и говорил, сезонные персонажи могут и по остальным каналам тоже прыгать. На обычных каналах заточки для тувалы не выбиваются, только на сезонных каналах. Вы зашли на сезонном персонаже на любой из серверов, желательно на сезон. Итак, для сезонного персонажа будет очень полезно в первую очередь передать эту древнюю книгу мудрости Чонга Шерихана. И этот квест берется на эту книгу, на обновление книги берется на 53-м левеле. Ссылочку я оставлю в описании под видео, где этот квест брать, как его делать и все в этом духе. Значит, что вы делаете? Где бы вы ни находились, вы можете буквально за 10 минут передать ее на любую территорию, которая у вас открыта. Бежите к ближайшему конюху, забирайте любой из своих транспортов, абсолютно неважно, делаем найти и вернуть, берем его еще раз, и у него получается хп, одна осталась, то есть он практически такой полумертвый у нас остался. Снимаем с себя книжку. Открываем поклажку этого коня, закидываем эту книжку ему в поклажку. В общем, садитесь спокойно и двигайтесь к ближайшему месту, где можно его скинуть со скалы, где можно его как-то уничтожить. Назовем это так. Либо его скидываете со скалы, либо его скармливаете мобам. Вот, я притащил мобам коня. Он, соответственно, первого левела. Они начинают на него агрессивничать и его шотают. Теперь что я делаю дальше? Я релогуюсь, захожу на сезонного персонажа. Итак, пройдя определенное количество квестов, вы получаете 5-й левел. То есть с 5-го левела у вас получается конюх доступен. Подходите к конюху, нажимаете конюшни, и у вас будет написано то, что восстановить, взять. Берете этого коня, после этого открываете поклажку и забираете эту книгу. Вот таким способом можно передать буквально предметы за 5 минут с одного города на другой город. Все условия вы видели. На всякий случай рекомендую вернуть обратно этого коня в город. Вдруг еще что-то пригодится. Вы делаете найти и вернуть, опять же, коня. Опять забираете его. У него получается 1 хп. Садитесь на него. И как бы печально это не было, сбрасывайте его с ближайшего обрывчика. Ну вот и все. Конь у вас в релоге находится, а вы тем самым уже имеете на себе книгу Чонга Шерихан. Так вот, эта книга дает вам количество боевого опыта за задание плюс 30%. С самого начала берете, и у вас опыт будет идти гораздо быстрее. Итак, вы зашли на сезонного персонажа. Ваша задача закрыть сезонную подписку. Она обозначается вот здесь сверху справа. В левой колонне обозначаются все предметы, которые вы получите за те или иные достижения. Правая колонка — это донатная. Показываю. Отвернись. Выбираем вкладочку «Авантюристу». И вот тут находится подписка Черного Духа, которая стоит 990 жемчуга. Купив эту подписку и активизировав вот этот купончик, все достижения с правой колонки вы будете получать. На самом деле это выгодная покупка. Первое. Вы получите костюм, который можете одеть на себя, либо на другого персонажа, либо выставить на аукцион. К слову, этот костюм всегда по акции стоит 1200 жемчуга. Плюс тут есть 2 горничные на аукцион и на склад. Дополнительное расширение слотов инвентаря. Дракончики. Бонусная разноцветная чешуя, которая вам также дается за сезонную подписку.
за обычную, но ее можно на различные ништяки поменять. И наведя на эту чешую, можно почитать, на что ее можно менять. Плюс за эту же сумму вы получите премиум на 7 дней, благословение Камасильви на 7 дней и свиток убывающей луны на 7 дней. Помимо всех остальных игровых ништяков, которых здесь в большом количестве. То есть с донатом вы будете получать 2 вот эти колонны. Без доната вы будете получать только левую колонну. Как правило, сезонная подписка ориентирована на элементарное прохождение цепочки квестов. Тут указаны задания для того, чтобы получить следующий этап сезонной подписки. Допустим, достигнуть 57-й левел сезонным персонажем. Ничего сложного. Но давайте посмотрим в самом конце, что нужно сделать, чтобы полностью пройти. Обыграть VR, старосту Вели Игоря Бартели, это несложно. Закончить все задания сезонной подписки. Также дополнительно в достижениях у сезонного персонажа есть еще бонусы. За прокачку его от 1 до 59 левела. Вот они все эти награды. Один из самых главных вопросов. По окончанию сезона ваш персонаж никуда не пропадет. Этот персонаж просто превратится в обычного персонажа. Он у вас останется, не переживайте. Погнали разберемся по шмоткам. В самом начале прохождения квестов вам будут выдавать вот такие вот нару. Это шмотки для сезонного персонажа, которым можно будет обменять в дальнейшем на 2 вида шмоток. Их можно будет обменять на тувалу. Заточенная на 20 тувала равносильно 19-му босс-шмоту. Ну, допустим, возьмем шлем тувалы. Вы видите, защита 75, уклонение 26-56. Чекаем аукцион, заходим на шлем Гиаса, смотрим. 19-й. Защита 75, уклонение 26-56. То же самое, что и 20-я тувала. Что касаемо именно новой локации, это очень полезно. Выполнить ее полностью, потому что, пройдя эту цепочку квестов, вам откроются новые задания, которые дадут вам возможность брать дополнительные квесты. Чтобы вы понимали, чем отличаются основные квесты от неосновных, основные квесты всегда отображаются вот таким вот ромбиком они обозначаются, а не основные, они всякими книжечками и всем остальным. Также вы можете нажать кнопочку О, набрать основные, и вот здесь вы увидите те нужные квесты, которые вам нужны. Ну и плюс, если нажать Escape интерфейс, отключить дополнительные задания можно вот здесь вот, и основные, оно отдельной вот этой колоночкой показано. Вы просто можете ее повыше поднять, сохранить через интерфейс и можете видеть ее отдельно, именно основные задания. Чтобы поменять нару на тувалу, нужно сделать следующее. Начать ее точить на 20. Для заточки никаких фейлов не требуется. На своем примере я сейчас покажу, как ее нужно точить. Вызываем тучку, нажимаем усиление. Я предварительно немного их поточил, так вот какой тактикой точу я. У меня абсолютно никаких фейлов нету, как вы видите. Засовываю 16-ю, кликаю, зашло. Еще раз кликаю, зашло. Еще раз, зашло. На всякий случай уберу 19-ю. Опять начинаю 17-ю. Минус. У меня добавились фейлы. Вот теперь заранее заточенную 17-ю вот с этими фейлами тыкаю. Зашло. Опять засовываю 16-ю. Зашло. Еще раз. Зашло. Беру 17-ю. Зашло. Но учитывая то, что остались все только 18-е, тыкаю сюда 18-ю. Минус. Сюда добавились фейлы. И сюда могу смело 19-ю засунуть. Тык. Зашло на 20, как вы видите. Отлично. И дальше вот таким примером. 17-я зашла. Остались фейлы, сюда сую более серьезную шмотку. Допустим, 18-ю. Тык, зашло. Отлично. Теперь начинаю раскачивать 17-ю. То есть, если она фейлится, вы больший ранг засовываете сюда, и тем самым у вас будут фейлы для заточки. Сейчас будет перемоточка. И вот таким простым прокликом я заточил все шмотки на 20. Откуда берутся данные камни для заточки нару? Во время прохождения квестов вам их выдадут чуть ли не по 2 или по 3 тысячи вот этих камней нару. Поэтому не переживайте, по квестам будет достаточно большое количество. И бижутерию, которую дают нару, не стоит точить. Она не стоит вашего времени. Так вот, после того, как у вас появились 20-е шмотки нару, вы их можете обменять сразу на тувалу. Неважно какой левел. Вот здесь появляется мечик. Поздравляем, вы можете получить снаряжение тувалы. Жмакаем на него прямо из инвентаря. Суем, нажимаем заменить. Поньк. И вот они получились, первые перчатки на плюс 16 тувалы. Делаем все то же самое с остальными шмотками. Есть контакт, одеваем их все на себя. Как я и говорил, можно сделать несколько сетов из этих нару. Вашим лучшим другом для сезонного персонажа должен стать такой NPC, как Фугара. Он находится во всех столицах. Уи! Уи!
Вот он фугар, подходим к нему, и у него здесь есть много заданий. Все задания, как правило, у него разделяются. Нужно заточить тувалу на 18 и на 19. За заточенную тувалу на 19 вы получите 60 фейлов, а за заточенную 18 вы получите 40 фейлов. Также у фугара есть обмен, и вот за те камушки, которые у вас есть, вы можете приобрести дополнительный сет нару. Берем по одному ингредиенту каждой шмотки и начинаем протачивать эти шмотки также на 20. Не волнуйтесь, не переживайте. В дальнейшем вам дадут очень много этих камней, когда вы пройдете всю цепочку квестов до Валенсии. Ну, чтоб вы понимали, Валенсия — это территория пустыни, то есть когда вас доведет вся дорога вот до сюда, начиная от NPC врат Альтиновы, у вас будет этих камней огромнейшее количество. Для чего еще один сет нару? Вы заточили опять ее на 20. Открываете инвентарь, нажимаете на мечик и снова обмениваете ее на тувалу. Итого у вас получается 2 шмотки тувалы на 16. Раз, два. Для чего нужно несколько комплектов тувалы? Как правило, тувала точится не так легко. У меня на канале Ютуба есть видео, как точить тувалу с каких фейлов. Оно называется «Сезонная заточка тувалы». В 2022 году я ее выпустил. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Заходим, смотрим, тренируемся, точим. И вот суть в том, то что вы точите снаряжение тувалы, все, что у вас будет лучше заточено по тувале, вы носите на себе. Все, что у вас будет худшим вариантом, вы оставляете на складе, потом начинаете выфармливать черные камни времени для заточки этой самой тувалы. И вот обратите внимание, что один такой камушек можно продать любому торговцу за 100 тысяч. Отвлечемся от темы. Вы заточили фулово тувалу, вы прошли фулово сезон, по сути дела делать дальше нечего. Но учитывая, что вы на сезонных серверах можете выфармливать черный камень времени к тувалы и очищенных чар, которые можно продавать любому торговцу, это будет дополнительный ваш заработок на сезонном персонаже сезонных серверов. Данные камушки можно выфармливать на всей территории пустыни. Блин, легче сказать, где они не фармятся. Короче, камни тувалы не фармятся на Медии, на Балиносе, на Сирендии и на Кальфионе. На всех остальных территориях они выфармливаются, эти камушки. На сезонных серверах, соответственно, сезонным персонажам. Фармите, продаете торговцу. Сезон, как правило, длится 2-3 месяца. Не торопитесь выходить из сезона, всегда успеете. Надоел вам сезонный персонаж, подходите к фугара, берете у него задание, называется сезон Дракания, особый секундомер фугара. Так вот, забираете этот секундомер, на котором написано, что необходимо сделать. Ну, грубо говоря, вы раскачали первого сезонного персонажа до 61 левела и можете продублировать накопленный опыт навыков, накопленный левел на другого персонажа. То есть за счет этого секундомера вы можете сделать второго персонажа тоже 61 левелом. И он станет сезоном. Надоело играть на Дракании, создали волшебницу, сделали из нее сезонного персонажа. Дракания при этом превратится в обычного персонажа. Также у меня на канале Ютуба есть гайд, как пользоваться секундомером фугара. Ссылку оставлю в описании под видео. Заходим на этот гайд, нажимаем лайк, нажимаем еще, и вот здесь выбираем таймлайн, секундомер фугара. YouTube перематывает сразу вас на нужный момент этого видео. Ну, в общем, смотрим внимательно это видео и понимаем, как работает секундомер фугара. Еще бижутерия тувалы. Если вы заточите ее на 5, она будет равносильно золотой бижутерии, заточенной на 3, обычной. Смотрим, кольцо тувалы, атака 14-14, заточенная на 5. Сравнение, кольцо защитника храма, заточенная на 3, который дает ту же самую атаку. Бижутерию тувалы желательно всю заточить. И точится она так же, как и другая бижутерия. Бижутерия плюс бижутерия. Чтобы взять один аксессуар тувалы, вам нужен камень тувалы, который также выбивается на спотах и можно получить за задание. 5 таких камней можно обменять на один аксессуар. Плюс дополнительно вы будете получать черные камни очищенных чар. Данные камушки позволят вам гарантированно заточить любое снаряжение тувалы на 18, потратив 20 таких камней. Ну, либо на 17, потратив 15 таких камней. По окончанию сезона, как правило, фугар выдает много разных бонусов. Поэтому делаем сезонную подписку, точим тувалу. Из этой тувалы также можно сделать доспех бога. А как сделать из тувалы доспех бога, я показал вот в этом видео. Ссылку я также оставлю в описании под видео. Ну и дополнительно, как делать босс-шмотки из тувалы, я оставлю вот это вот видео также в описании под этим гайдом.
Еще по поводу сезонного персонажа. Он может одевать только квестовые шмотки. Нару Тувалу. По бижутерии этот персонаж не может одевать аукционные шмотки, те, которые можно продать, купить на аукционе. Он не может одевать бижутерию Иллирии, не может одевать Нарсилан, но может юзать абсолютно всю алхимию и кулинарию. Поэтому не переживайте, бафы он берет. Вы дойдете до определенного момента, где еженедельно убив 5000 мобов, вы получите 700 камней для заточки Тувалы. Или 3000 мобов, я точно не помню. Как делать это легче всего? Нажимаем Escape. Переходим в сообщество. Поиск группы и рейда. И вот здесь, как правило, пишут: грибы 5к, кахазы 5к. Собирается рейд, все убивают на этом споте, вы в этом рейде тоже участвуете. И эти квесты очень легко проходятся именно в рейде, через поиск группы. Маленький нюанс. Обычно сезонные сервера обозначаются аббревиатурами. Сезон 1 это SS1, сезон 2 это SS2. Ну, чтобы вы могли не путаться. В общем, смотрим, что вам приятно будет убивать: кахазы, грибы или басимы. Собираемся в группы, убиваем этих монстров. Если у вас вдруг по завершению сезона будет много шмоток Тувалы, по окончанию сезона все снаряжение Тувалы превращается в обычное. Ну, то есть тот момент, когда может любой персонаж на вашем аккаунте одевать это снаряжение Тувалы. Пока оно сезонное, обычный персонаж не может его одевать. Заканчивается сезон, и эти шмотки остаются у вас, вы их таскаете сами, либо передаете на своих твинов, которые могут стоять в тех или иных локациях для фарма мировых боссов. Но если у вас останется несколько сетов Тувалы, то по окончанию сезона они удалятся и останутся только те, которые максимально заточены. К примеру, у вас есть шлем Тувалы, заточенный на 20, и шлем Тувалы, заточенный на 18. 18 исчезнет, 20 останется. Не переживайте. Full сет один полностью останется. То же самое и с бижутерией. Дополнительно в описании под этим видео я оставлю еще одну ссылочку на вот эту замечательную статью. Здесь есть сезонное снаряжение, смена сезонного персонажа, выпуск сезона, сезонный сервер вопросы-ответы и сезонный контент. Если что-то недопоняли или хотите углубиться, заходим по ссылочке, кликаем по официальной Википедии Black Desert и смотрим, что, куда и как. На этом все, зрители-смотрители. Далее вы увидите распаковочку вот этого замечательного подарочка от моего зрителя-смотрителя. И маленькая к вам просьба. Очень сильная просадка на канале YouTube в связи с событиями 23 февраля. Напишите любые 4 слова в комментариях и подпишитесь. Спасибо заранее. Двигаемся дальше. Открывать посылочку. Давайте посмотрим все-таки, что же в этой коробочке. Поехали. Видимо, пакеты, чтобы не болталось. Такая вот штучка есть интересная. Еще один уплотнительный пакет. Ай-яй-яй-яй-яй. Пупырочка как положено. А, да. Лимончелли, спасибо тебе огромное. Ай, ты ж... О, автомат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это задние крылья. Красота. Вторая упаковочка. И вот он, главный герой. Здесь больше ничего нету. Ой-ой-ой-ой-ошеньки. Вы только посмотрите на эту раскрасочку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я-то урод. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, у него руки двигаются. Фух. Аж давление. Как это классно. У него руки двигаются, а ножки. Ножки двигаются и крылья. Сейчас я ее соберу, покажу, как это выглядит. Блин, все такое прям ух. Оно тут все двигается. Ошалеть. Лё.
Ну-ка дальше двигаем. Насколько же это ювелирная работа. И тут какие-то... Этот пальчик двигается. Хе-хе-хе. Есть контакт. Блин, сейчас прикрепим. Ля, красота просто, пацаны. Ошалеть, он весь двигается, абсолютно весь. Просто такая тонкая работа, такой шик. Ух. Ну что, этот робот занимает абсолютно почетное место. Ну что, этот Gunpla идеально вписался в задний фон. Мне очень нравится, как он выглядит. Там 1000 мелочей, и они все гармонично и покрашены классно. Спасибо большое за это, Лимончелли. Кстати, ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Ссылку на ВКонтакте. Если вы движетесь в этом же направлении и вам нравится крафтовый сбор вот таких вот штучек, ребят, его контакты оставлю. А это была распаковка подарка от зрителя. Всем и каждому желаю подарки вот такие вот неожиданные. Ну и с вами был Доктор Доза. Увидимся в следующих гайдах и на стримах. Всем мирного неба над головой. Всем пока.